Приветствую на канале Страницы судьбы. С вами Виктория. Тема посвящена совместимости в партнерских отношениях. Но будем мы ее рассматривать с позиции нумерологии и картоманики. При этом мы будем использовать два оракула. Это старшие арканы Таро и Ленорман, карты Ленорман. Прежде всего, я, конечно же, хочу сказать, что этот метод, в принципе, используется и на практике и нумерологами, и тарологами, и ленорманистами. Таким способом можно прекрасно узнать роль каждого партнера в отношениях, к чему могут привести эти отношения, как они будут развиваться. Ну, конечно, при условии, если их рассматривать с позиции, я бы сказала, быть несколько отстраненным и видеть картину в целом. То есть принимать весьма критично все карты, понимая, что у каждой карты есть как позитивные моменты, позитивные аспекты, так и негативные. На Солнце, в принципе, тоже есть пятна. Также мне этот способ нравится тем, что здесь минимум расчетом, а как опыт показывает, многие не сильно любят считать, поэтому нумерология здесь затронута весьма не сильно. Но каждый, в принципе, аркан, каждая карта, имея свой порядковый номер, имеет его не случайно. Просто каждый оракул вещает и передает свой поток информации. Ну и на конкретном примере мы рассмотрим, как же переплетаются и взаимно дополнить себя могут, в общем-то, эти аспекты, эти моменты. Для кого подходят такие расчеты? Это, в общем-то, для всех. Там, где у нас появляется 2 и более человек, можно использовать этот метод. Для экономии времени мы будем смотреть это на 2 партнерах, но этот метод можно использовать как для отношений романтических, отношений партнерских между супругами. Также это можно использовать и в деловых отношениях, и в дружеских отношениях. Ну, в общем, везде, где есть несколько человек, да, где есть 2 и более человека. Ну что ж, давайте будем рассматривать. Итак, у нас есть партнеры с датами рождения. Да? Давайте начнем. Партнер 1, пусть это будет мужчина, дата рождения 20 мая 91 года. Что нам нужно сделать в первую очередь? Посчитать его число судьбы. Для этого нужно сложить между собой все числа в дате его рождения. 2 плюс 5 плюс 1 плюс 9, плюс 9, плюс 1. Итак, у нас получается 27. Далее, второй партнер у нас с датой рождения 8 августа 95 года. Все, что нам нужно сделать, это точно таким же способом сложить все числа в дате рождения. 8 плюс 8 плюс 1 плюс 9 плюс 9 и плюс 5. Так, сосчитав все это, у нас получается 40. Первое, самое важное, мы сделали действие. Теперь далее, что нам нужно сделать? Если мы рассматриваем по арканам Таро и хотим рассмотреть эти отношения,
то нужно вычесть константу и привести к числу 22 и менее. То есть для Таро у нас есть константа, равная 22. Для Ленорман у нас есть константа, равная 36. Так, Таро константа 22, Ленорман константа 36. Количество старших арканов, количество карт в колоде. Это единственное и первое отличие. Итак, число судьбы для первого партнера по Таро, чтобы определить, какой старший аркан соответствует, в общем-то, этому числу судьбы, нам нужно из 27 вычесть 22. У нас получается старший аркан под номером 5. Далее, для партнера номер 2 проделываем то же самое. У нас получается из 40 мы вычитаем 22. Получается 18. Уже на этом этапе мы можем понять, насколько взаимодействуют между собой партнеры, просто взяв и рассмотрев эти арканы. В данном случае у нас мужчина 5, старший аркан Иерофант, и женщина, старший аркан Луна под номером 18. В Таро мы можем использовать стихии, мы можем использовать характеристики карт. Ну и я, в общем-то, не хочу сейчас задерживаться на обосновании этих карт, но здесь мы, в принципе, понимаем, что все между собой весьма сочетаемое. Стихия Земля, стихия Вода. То есть люди в целом подходят друг к другу. Иерофант – это приверженец традиции, тот человек, который признает закон, порядок, определенный уклад. В свою очередь, Луна – это тоже спокойствие, равновесие, может быть, несколько замкнутый, скрытный человек, но, тем не менее, партнеры между собой взаимодействуют. Да? То есть уже на стадии знакомства понятно, что химия может произойти между этими людьми. Далее, что нам нужно посмотреть? Совместимость общая, да, у этих партнеров. То есть в данном случае уже нумерологически. Для этого нам нужно выполнить действие, сложив эти два аркана вместе, да, их порядковые номера. Итак, 5 плюс 18. У нас получается 23. Так как это число больше 22, да, константа для Таро у нас 22, и у нас нет 23-го аркана, мы вычитаем числом 22. Итак, у нас получается единица. То есть их отношение, их общая совместимость будет соответствовать аркану под номером 1. Это старший аркан Маг. Я еще не сказала, что нулевой аркан в данном случае он у нас считается 22-м. То есть все арканы соответствуют своему порядковому номеру, а если у вас получается 22, то это аркан Шут. Итак, давайте посмотрим. Аркан Маг. Первый аркан. Конечно же, мы понимаем, что отношения могут развиваться, имеют право на жизнь, и, в общем-то, здесь масса вариантов развития этих отношений. Хороший ресурс, хорошее начало, хорошая совместимость, и, в принципе, в этих отношениях можно достичь и гармонии, и взаимопонимания, и, ну, вот знаете, настоящая любовь, и достаток, и реализовать любые планы и творческий потенциал каждого из партнеров. Ну, то есть это весьма и весьма позитивный аркан для построения отношений вот в конкретной паре. Давайте теперь посмотрим уже дальше.
Что можно еще посмотреть? Следующий момент. Мы можем рассмотреть, как каждый из партнеров будет себя раскрывать в этих отношениях и что он будет привносить. Для этого нам нужно вот их общий аркан использовать и конкретно результат, индивидуальный аркан. Да? Поэтому для первого партнера мы используем единица плюс 5. И мы понимаем, что привнесет, что может привнести этот партнер в отношения. В данном случае у нас получается старший аркан влюбленная. Но о чем это говорит? Что, в принципе, за гармонию в этих отношениях будет отвечать, вероятно, этот партнер. И он будет стараться всячески, чтобы отношения развивались как можно гармоничнее, как можно равноправнее. Да? По законам всем мы уже можем увязывать и со старшим арканом, и иерофант, да? По законам человеческим. Он будет, в принципе, поддерживать своего партнера, да? Будет раскрываться сам. То есть гармония, венерианский аркан, да, и мы понимаем, что здесь все, в общем-то, стоит на первом месте для него не только собственное благополучие, а то, насколько и гармоничный партнер будет, да, какие у них будут выстраиваться отношения. Все он будет для этого делать. Но также нужно понимать, что у этого аркана есть оборотная сторона, и если, скажем, отношения не зададутся или как-то не будут хорошо складываться, то этот аркан превращается в ситуацию выбора. И в этих отношениях может существовать тема любовных треугольников. Да? И мы понимаем, что уже это возможно со стороны именно мужчины. Далее давайте посмотрим, что же партнерша привносит в эти отношения, может привнести, и как будут они развиваться, что они ей дадут. Опять мы берем первый аркан общий и берем аркан ее 18. У нас получается аркан под номером 19. 19-й аркан – это Солнце. Что может, в общем-то, привнести и как раскроется эта партнерша в этих отношениях? Мы понимаем, что, в принципе, в этих отношениях, да, у нас партнерша Луна была изначально, а вот здесь по Солнцу она как будто бы выходит на свет. Это как, знаете, заново родиться. Да? Человек может обрести новое «я», раскрывается творческий потенциал, в общем-то, человек становится, как бы на виду, может стать абсолютно счастливым, то есть уходит вот эта замкнутость, какие-то моменты, когда человеку нравится одиночество, какое-то такое внутреннее переживание, то есть у нас появляются совершенно новые краски в жизни, и, в принципе, человек может быть совершенно счастливым. Но Солнце также тоже может нести негативные моменты. Конечно, мы понимаем, что по Солнцу может быть такая весомая доля эгоизма, да, то, что центр внимания. Но в принципе это же отношения, да, поэтому вот здесь вот все должно быть в гармонии и в балансе. То есть несложно уже понять, что каждый из партнеров привнесет, как будет сам раскрываться, развиваться. И, в общем-то, самое последнее, что мы можем посмотреть, дальнейшее развитие отношений, да, либо же итог, некий итог. Итак, что для этого нужно сделать? Нам нужно сложить все 3 полученных аркана. То есть в данном случае мы выполняем действие, мы берем аркан Маг, который у нас уже получился раньше из суммирования индивидуальных арканов, и складываем то, что получилось от
именно что каждый партнер получит в этих отношениях. Да? То есть 1 плюс 6 плюс 19. Итог у нас получается 26. Опять вспоминаем, что есть константа 22. И получается четверочка. Да? Итак, давайте же посмотрим, что здесь у нас. Четверка, старший аркан император. Ну, о чем говорит? О том, что действительно отношения будут энергичными, страстными достаточно. И, в принципе, они могут иметь как постоянный характер. Вот, знаете, появляется общая цель, сообща ее достигают и получают результат. Да? Потому что в данном случае мы уже можем оценить все арканы и императора рассматривать как итог. Но также мы понимаем, что также, если отношения пойдут не по позитивному развитию, то по императору они достаточно инициативно, быстро могут разрушиться. Однако, потому что император – марсианская энергия, и здесь она может нести в себе разрушительный характер, если энергия брака не будет направлена в созидательный характер. Да? Поэтому вот это хорошо отследить можно. Но тем не менее, в данном случае при таком раскладе и видя абсолютно все мирные карты, да, то, что у нас партнеры весьма гармоничный союз у них, и если у партнеров будут общие цели, если они будут действовать сообща, в унисон, да, не будет каждый проявлять свои пороки, то, в принципе, вот эта энергия будет потрачена на то, чтобы достичь каких-то общих целей вместе. И по императору все будет получаться. Энергия есть, люди дополняют друг друга. Ну и, в принципе, своего рода давайте пока по Таро мы остановимся, потому что каждый аркан можно говорить о нем достаточно бесконечно, а если еще с привязкой к определенному человеку, то здесь раскрывается масса и масса нюансов. Давайте Таро пока отложим в сторону и посмотрим то же самое, но уже с оттенком Ленорман. Оракул, ну и, в общем-то, система Ленорман, она говорит больше на бытовом уровне, на бытовом языке. Поэтому, если мы на Таро смотрели именно моменты, которые более фундаментальные, то Ленорман нам покажет больше, как бы дополнит информацию и покажет больше на бытовом уровне. Итак, давайте же посмотрим число судьбы партнера, карта судьбы партнера. Напоминаю, что для Ленорман у нас константа равна 36. Итак, партнер у нас, его число судьбы 27. Мы его так и записываем. 27, потому что нам здесь нечего его считывать. Партнерша. Число судьбы 40 минус 36. Получается 4. Карта дом. Ну вот давайте посмотрим на эти карты. Итак, карта письмо и карта дом. То есть мы понимаем, что у человека, у партнера это достаточно не совсем открытый человек. Он открывается по карте письмо только вот в определенных случаях с определенным человеком. То есть для всех он по большей части закрыт. То есть тут сразу нужно понимать оракульная система. Письмо – это адресат. И, в общем-то, это два человека. Тот, кто пишет письмо, и тот, кто его получает. То есть максимально в партнерских отношениях человек может открыться. Но если, скажем так, отношения будут не гармоничными, то человек останется закрытым. Далее, партнерша, карта номер 4.
Прекрасная, гармоничная карта, карта стабильности, надежности, сбалансированного такого человека, который, в принципе, ну как вам сказать, имеет хороший внутренний баланс и достаточно, в общем-то, здоровое эго, да, адаптирован к партнерским отношениям. Здесь у нас у Таро была карта Луна, и мы понимаем, что по Луне, в основном для женщины, Луна, Дома в сочетании, могут говорить о том, что этот человек действительно комфортный для совместного проживания, да, для того, чтобы что-то вместе выстроить, создать. Человек созидательный. И опять-таки, если мы возьмем нашего мужчину, старший аркан Иерофант и карта Письмо, то здесь мы понимаем, опять-таки, человек действует в определенных рамках, да, то есть готов брать на себя обязательства. Письмо – это также как символ документа, но документ – это то, что, ну, скажем, имеет под собой какие-то основания, прописные истины. Да? То есть тема у нас здесь, в общем-то, дублируется. Давайте смотреть дальше. Что у нас получается? Чего могут, в общем-то, совместимость этих партнеров в этих отношениях? Складываем 27 плюс 4. Получается 31. Карта Солнца. Прекрасная карта. То есть, если Таро нам давала карту Маг, да, мы говорили, что в этих отношениях можно достичь всего, то Ленорман только лишь это подтверждает, что действительно эти отношения могут стать счастливыми для двух партнеров, да, каждый может раскрыть себя, раскрыть свой потенциал. И Солнце всеобъемлющая карта, поэтому она говорит о том, что здесь, в общем-то, светит оно всем. Это хорошо для любой сферы жизни. Однако мы помним, что и карта Маг под собой может иметь какие-то манипуляции. И карта Солнца говорит о том, что кто-то может доминировать, давить, например, и проявлять эгоизм. Поэтому это ахиллесова пята этого союза. И, соответственно, вот здесь важно, чтобы люди были объединены общей целью и добивались совместного результата, общего усилия. Если они будут действовать в одиночку, тогда могут быть какие-то перегибы в союзе. Если же они будут объединены общей целью, то их усилия будут дополнять друг друга. Что ж, давайте посмотрим, что получит партнер каждый в этих отношениях и что может привнести. Итак, наш мужчина. Давайте рассмотрим его. Для этого мы берем карте Солнца под номером 31, складываем его с индивидуальной картой судьбы нашего партнера, карта 27. И у нас получается здесь 58. Вычитаем константу 36. И получается 22. Смотрим на карту 22. Карта развилка. Да. То есть здесь у нас была карта влюбленные, старший аркан влюбленные, здесь карта развилка. Ну что в эти отношения может привнести? Много чего, да, потому что развилка это не 2 и не 3, много и всего разного. Но в принципе тема того, что в этих отношениях могут быть измены, могут быть тема любовных треугольников проигрываться именно со стороны партнера, это налицо, да? Но не нужно только фокусироваться на этом.
Здесь нужно понимать, что 22 – это желание баланса и стабильности, равноправия. Это две двойки. То есть этому партнеру архиважно, чтобы в своем, так сказать, партнере он видел свое же отражение и действие на равных, в унисон, да, то есть в этих отношениях недопустимо доминирование кого-то, да, то есть полное равноправие, полная гармония, залог стабильности. Гармония, любовь, взаимное уважение. То есть для этого партнера очень важны. Вот таким вот образом, в общем-то, карты дополняют друг друга. Давайте посмотрим теперь на нашу партнершу. Как у нее здесь складываются обстоятельства. Мы к карте 31 добавляем ее индивидуальную карту судьбы 4, да, и у нас получается карта 35. 35 – это якорь. Здесь у нас была карта Солнца. Что мы понимаем? Что в принципе партнерше необходимо именно в этих отношениях развивать допустимо свою карьеру, да, то, чем она будет заниматься, раскрывать свой творческий потенциал именно в этом направлении. Но при этом быть весьма цельной и стабильной, да, уметь достигать чего-то, пусть обоюдного результата, да, совместного результата, и при этом задерживаться, фиксировать этот результат, не торопиться идти куда-то дальше, а вот уметь стоять на своем, уметь задерживаться, ну, скажем, на достигнутом, уметь быть более стабильной, да, то есть более, ну, скажем так, цельной и больше, в принципе, тратить свою энергию, ну, наверное, на развитие собственной личности, да, то есть не столько работать даже над отношениями в браке, сколько работать над собой, над своей деятельностью и над своими планами, учиться доводить что-то до конца, до логического завершения. Ну и давайте посчитаем еще так называемый итог или возможность развития этих отношений, только уже на Ленорман. Выполняем еще одно действие. Все, что нам нужно, это сложить три карты вместе. 31 плюс 22 и плюс 35. У нас получается так, 88. Теперь из этого числа мы читаем 36 и еще раз 36 и получаем карту 16. Напоминаю, Таро у нас итог и возможное развитие отношений был старший аркан Император. Здесь же у нас получилась карта Звезда. Ну что ж, карты, можно сказать, что немного разные по смыслу, однако мы понимаем, что обе карты несут, в общем-то, одну и ту же идею совместного влияния партнеров друг на друга, идею их общих планов и идею дальнейшего развития. Да? То есть карта 16 считается не слишком благоприятной для отношений. Да? Ей присутствует в ней некая холодность, присутствует некая отстраненность, но, однако, это карта, знаете, глубоких перемен, карта больших целей, карта глобальных планов. И все-таки это червовая карта, карта любви. Поэтому то, о чем мы и говорили, что эти отношения, они либо могут завершиться, и люди останутся просто добрыми знакомыми и будут иногда удаленно общаться, да, ну, может быть, где-то там созваниваться или же через социальные сети, да. Но если эта пара
будет выстраивать свои отношения должным образом, имея общие планы, имея общие цели и постоянно совершенствуясь в своих достижениях, то долгая счастливая жизнь, большие достижения, марсианская энергия императора и высокие, ну, скажем, эволюция каждого из партнеров приведет к тому, что могут развиваться страстные, счастливые и весьма долгие отношения. Ну, в общем-то, я надеюсь, что метод вам понятен. Если вы владеете одним из оракулов, то я от себя рекомендую просто попробуйте дополнять информацию другим оракулам. Здесь также можно использовать и совершенно другие оракулы. При этом можно, в принципе, везде, где есть порядковый номер карты, он присутствует там не случайно. Пробуйте, тестируйте, и я думаю, все у вас получится. Единственное, нужно понимать, что у каждой карты есть как плюс, так и минус. То есть не нужно говорить, что Солнце – это абсолютное счастье, что карта сердца – это тоже бесконечное счастье и вселенская любовь. Нужно понимать, что есть две стороны. Ну, я желаю всем гармоничных отношений. Еще раз напоминаю, что таким способом можно просматривать и деловые отношения, и отношения в семье, и в дружбе, и с коллегами, и трудовые какие-то группы. Поэтому всем удачных выводов, всего наилучшего, и жду вас снова на страницах своего канала.